Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Как перестать дышать. Краткое пособие. Девятое место. Внимание! На этом видео происходит любовь. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Новый абсурдный скандал Вигу. Защита Вигу от фанатского гнева после инцидента на тайном свидании». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? То, как Чангук игнорировал интервьюера и открыто флиртовал с Тэхёном на глазах у всех. Вижу цель, не вижу препятствий. Седьмое место. Он так любит обнимать Чангука. Шестое место. Поведение пары. Это то, как они засыпают, когда остаются ночью только вдвоем. Хочешь завоевать сердце своего парня? Стань как он. Пятое место. Такой забавный и значимый момент, как меняется лицо Чангука, когда он понимает, что краской прилетела от Тэхёна и не поругаешься. Четвертое место. Забота. Тэхён знает, как дать своему мужчине почувствовать значимость.
Третье место. Новости. По словам этой девушки, Чонгука и Тэхёна видели в Изакае Асацака вместе. Делать совместные фотографии было нельзя, поэтому поклонникам удалось получить лишь автографы. Уходя, наши мужчины отметили, что им очень понравилась еда, и с улыбкой показали большой палец вверх. Асацака – уютная японская изакая в районе Йенсон, Сеул. Заведение расположено в районе, где находится дом Чонгука, что придает этому месту особое значение. Это небольшое, теплое место в стиле классического японского паба, куда приходят вечером за хорошей едой и спокойной атмосферой. В меню – сашими из свежей рыбы, блюда на гриле, горячие японские закуски, набэ, а также необычные позиции вроде томатного набэ и десертов из корня лопуха. Особенно хвалят жареную рыбу миро и подачу блюд. Барная карта включает сакэ, хайболы, разливное пиво, асахи, соджу и коктейли. Средний чек – около 60 тысяч вон на человека. А если еще представить эту атмосферу, мягкий свет улиц, теплые изакая и двое внутри, которые наслаждаются вкусной едой и друг другом, то становится по-настоящему хорошо. Чувствуете? Совсем скоро снесет той самой волной, в которой утонуть не страшно, страшно наоборот выжить, потому что выдерживать давление этих двоих невозможно. СМИ пишут, семья бразильянки, задержанной в Сеуле за преследование Чонгука, бьет тревогу. Она больна, и ей срочно нужна помощь. 30-летняя гражданка Бразилии была задержана в Южной Корее после того, как неоднократно приходила к дому Чонгука, убежденная, что он – любовь всей ее жизни. Для полиции это дело о сталкинге. Для семьи – трагедия и тяжелый психический срыв. Родственники утверждают, что женщина страдает серьезным психическим расстройством, не принимает необходимые лекарства и находится в состоянии кризиса. О ее поездке в Сеул они узнали случайно через соцсети. С тех пор семья живет в постоянном страхе за ее жизнь и состояние. У нас не было ни праздников, ни покоя. Мы думаем только о том, как ее спасти, признаются близкие. Девушка блокирует родных, отказывается возвращаться, а связь с реальностью, по их словам, все больше теряется. Сейчас семья добивается ее принудительной депортации, чтобы вернуть домой и передать врачам. Юристы называют ситуацию клинической экстренной, а не просто нарушением закона. Родные подчеркивают, они не ищут оправданий, они просят помощи. Потому что боятся, что в одиночестве, без лечения и поддержки, с ней может случиться непоправимое. Вы тоже залипли на его красоте? В промо-ролике с Тэхёном для GQ Korea используется образ античной скульптуры Ливии Друзилы, и это делает визуал особенно многослойным и символичным. Тэхён показан как живое воплощение классического римского портрета. Отсылкой служит Ливия Друзила, первая императрица Рима, жена императора Августа. Она была одной из самых влиятельных женщин своей эпохи и стала символом стабильности, политической мудрости и морального идеала в момент формирования Римской империи. В римском искусстве Ливию изображали с идеализированными чертами, спокойным, почти отстраненным выражением лица и сдержанной позой. Эти образы не передавали личные эмоции, они транслировали достоинство, самообладание и внутреннюю силу. Ее визуальный образ
был выстроен как эталон власти, не нуждающийся в показной демонстративности. Этот же художественный язык считывается и в образе Тэхёна. Мягкие, многослойные силуэты, приглушенная цветовая палитра и спокойный профиль. Подобно Ливии, он передает влияние и силу не через громкие жесты, а через тишину, эстетику и внутреннюю собранность. Такое сравнение подчеркивает, что подлинная элегантность и харизма существуют вне времени. Ливия Друзила стала лицом новой империи, а Ким Тэхён – символом современной культурной эпохи, где сила образа заключается не в громкости, а в глубине и спокойствии. Их чувства не выставляются на показ, но когда они рядом, всем, кто умеет смотреть, все видно невооруженным взглядом. Китаянка, делающая обзоры на еду и рестораны, встретила Тэхёна в одном из щектанов Сеул. Джумдвейджи Сикданг, известный как Golden Pig, это популярный ресторан в Сеуле, специализирующийся на корейском барбекю из свинины. Он входит в тройку лучших заведений по свиным блюдам в городе и отмечен в гиде Michelin Bib Gourmand за качество и доступные цены. Находится по адресу 149 Дасан Роу, Юнгу, район Синдандон. Мы действительно столкнулись с ним несколько дней назад. Я была в Golden Pig с подругой. Пока мы ели, она вдруг сказала: «Парень позади тебя очень красивый». Я обернулась и сразу подумала: подождите, разве он не похож на Ким Тэхёна? Сначала мы не были до конца уверены, поэтому продолжали украдкой поглядывать. Потом он улыбнулся, и мы обе мгновенно поняли – это он. Позже, пока мы варили рамен из их меню, он встал, чтобы уйти. Когда он проходил мимо нашего столика, я тихонько несколько раз окликнула его: «Ви, опа! Ви, опа!» Он услышал это и тут же улыбнулся, слегка наклонился и помахал нам. Клянусь, мое сердце в этот момент трепетало. Затем он продолжил болтать со своими спутниками, несколькими людьми и владельцем ресторана. Я думаю, это был владелец. Это была женщина. Она помогала нам жарить мясо и была без униформы, на небольшом расстоянии от нашего столика. Ви все это время смеялся и оживленно болтал. После того, как мы его поприветствовали, мы продолжили есть. То, как он обожает детей, просто невыносимо прекрасно. Обновление Twitter Hype Me Orch. Мы представляем многогранные образы артиста Ким Тэхёна, которого невозможно определить рамками одной категории. 278-страничный фотобук, объединяющий множество концептов и оригинальную визуальную подачу, демонстрирует гибкость Ви, его непредсказуемость и выход за рамки устоявшихся форм. Знаменитые хлебные щечки Тэхёна.
Обновление GQ Korea. Тэхён для GQ Korea. Искренность, сцена и благодарность фанатам. «Моя главная мотивация – это сцена», — говорит Тэхён в февральском интервью GQ. Все его внимание сейчас сосредоточено на музыке и предстоящих концертах. Артист подчеркивает, как важен для него отклик поклонников, и в шутку хвастается новоприобретенной привычкой ухаживать за кожей ради них. Роскошная съемка в партнерстве с Cartier запечатлела многогранный талант Тэхёна. Легендарный момент. Анонс мирового тура BTS спровоцировал взрывной спрос на отели в Южной Корее. По данным цифровой платформы Agoda, после объявления дат во вторник, количество поисков жилья в Каяне, где концерты пройдут 9, 11 и 12 апреля, выросло почти в 8 раз по сравнению с показателями предыдущей недели. Популярность Пусана также резко увеличилась, демонстрируя рост запросов на 47%. Тур становится главным драйвером туристической активности в ключевых городах Южной Кореи. Новость о турне буквально взорвала фанатов со всей Азии. Самый горячий интерес к поездкам в Корею проявили поклонники из Японии, Тайваня, Филиппин, Гонконга и Китая. Филиппинские фанаты, не дожидаясь концертов у себя дома, в 2027 году увеличили поиски отелей в Пусан и Каян в 7 с лишним раз. Из Гонконга спрос подскочил на 145%. А в Китае, где даты концертов пока неизвестны, интерес и вовсе вырос более чем вдвое. Фанаты буквально горят желанием увидеть группу любым способом. Ажиотаж, подобный Mic Drop, докатился и до других городов Азии. После анонса поиски по Гаосюну удвоились, а по Токио выросли на 18%. Ясно одно. Армия готова преодолевать любые расстояния ради встречи с группой. Фанаты группы – это просто динамит по уровню энергии. И мы в восторге, что можем помочь им ощутить эйфорию живого шоу, поделился главный маркетинговый директор Agoda Матео Фриджерио. Это его ухмылочка. Перевод интервью Тэхёна для GQ Korea. Вопрос: как у тебя дела в последнее время? Ответ Тэхёна: сейчас я полностью сосредоточен на подготовке нового альбома, который скоро выйдет. Похоже, впереди меня ждет очень-очень напряженное время. И альбом, и концерты – все это впервые за долгое время. Поэтому я все острее чувствую, что возможность чаще и увереннее выходить на сцену – это самая большая мотивация в моей жизни. Вопрос: готовя новый альбом, какими мечтами вы делитесь с участниками? Не давит ли иногда груз ожиданий, ведь это долгожданный камбэк? Ответ: конечно, бывают моменты, когда вес камбэка ощущается особенно сильно. Но как бы там ни было, я прежде всего стараюсь получать удовольствие. И еще, мне хочется выглядеть достойно в глазах фанатов, поэтому сейчас я ни о чем лишнем не думаю, а просто усердно готовлюсь. Вопрос: можешь дать небольшой намек, как именно ты готовишься? Ответ: я вообще не из тех, кто тщательно ухаживает за кожей, но теперь хотя бы раз в неделю делаю маску. Вот настолько. Вопрос: в этом году группе исполняется 13 лет с момента дебюта. Вы уже многого достигли, но есть ли мечты, которые еще не осуществились, как у группы или лично у тебя? Ответ:
Сейчас я вообще ни о чем, кроме концертов и нового альбома, не думаю. Но мечта должна быть, да? Если говорить о мечте, пусть новый альбом будет любим фанатов. Это и есть моя мечта. Вопрос. Музыкант, икона, артист, который олицетворяет определенные ценности, для всех этих ролей требуется немало невидимых усилий. Что это за усилия? Ответ – опыт. Я стараюсь сознательно проживать как можно больше разного опыта. А потом смотрю, что из этого лучше всего сочетается с моим собственным цветом. Для меня весь этот процесс – одна большая учеба. Вопрос. С каким настроем ты проходишь через этот опыт? Ответ. Мне просто весело. Это похоже на игру по ролям, разные стороны меня будто возникают сами собой, естественно. Вопрос. И что в итоге ты получаешь, встречаясь с этими разными сторонами себя? Ответ. Это может прозвучать банально, но рост и изменения. Благодаря этому я лучше понял, что мне нравится и что у меня получается. В конечном счете, я стал лучше понимать, какой я человек. Вопрос. Как бы ты определил свою суть? То, что значит быть Ви? Ответ. Честно говоря, я пока не знаю. Думаю, те, кто наблюдает за мной со стороны, понимают это лучше, чем я сам. Думают, со стороны виднее. Наши зрители понимают это лучше меня. Вопрос. А какой для тебя эталон красоты? Ответ. Мне, наверное, ближе классическая и винтажная красота. Я всегда к ней стремился и часто выражал ее в своем стиле. Сейчас это уже ощущается как устоявшийся вкус, как часть меня. Но я не зацикливаюсь на этом. Мне всегда интересно исследовать самые разные ценности, которые можно назвать красивыми. Вопрос. Если говорить о вещах, к которым хочется возвращаться взглядом, как к украшениям и часам, которые ты сегодня носил, что первым приходит тебе на ум? Ответы – наши фанаты. Они всегда вызывают интерес, их всегда хочется видеть. Кроме фанатов, на ум никто не приходит. Вопрос. А что бы ты хотел сохранить, как красоту, неподвластную времени? Ответ. Я не хочу потерять наших участников. А что касается неизменности, пусть такими останутся отношения между фанатами и нами. Он малыш Чангука. Эль Тайван Бьюти в Инстаграм. Хотите узнать, какой аромат больше всего нравится Чангуку, глобальному послу духов и косметики Шанель, и какие скрытые прелести духов Шанель заставляют его не расставаться с ними? Когда Чангук встречается с парфюмером Шанель Оливье Польжем, тайны духов Шанель раскрываются одна за другой. Этот троп заполнил весь ТикТок. Нравится ли нам? Безумно. Новостной канал СБС News в утреннем репортаже сообщил, что Тэхён достиг 70 миллионов подписчиков в Инстаграм. В прошлом году он занял 3-е место в списке 1000 самых влиятельных инфлюенсеров мира по версии аналитической компании HypeAudit. Это первый случай, когда корейский мужчина-знаменитость добился такого результата, создав аккаунт в Инстаграм в декабре 2021 года менее чем за 5 лет. Ранее Тэхён набрал 1 миллион подписчиков всего за 43 минуты после создания аккаунта, а затем превысил отметку в 10 миллионов подписчиков всего за 4 часа и 52 минуты, установив мировой рекорд Гиннесса.
Интересно, каково это ощущать настолько влюбленный взгляд на себе. BTS проведут крупнейший в истории K-pop мировой тур. 79 концертов в 34 городах. 14 января в полночь участники опубликовали постер World Tour на глобальной фан-платформе Weverse, официально объявив о начале нового тура. Гастроли начнутся в южнокорейском городе Каян и охватят Северную Америку, Европу, Южную Америку и Азию. На данный момент анонсировано 79 концертов в 34 городах, что является абсолютным рекордом по количеству выступлений в рамках одного тура для кей-поп-артиста. Ожидается, что масштаб тура расширится еще сильнее, когда будут добавлены даты в Японии и странах Ближнего Востока. Тур торжественно откроется трехдневными концертами на стадионе Каяна. Кроме того, группа выйдет на сцену Стэнфорд Стадиум, став вторым артистом в мире после легендарной группы Coldplay, удостоенным права выступить на этой площадке. BTS также станут первыми корейскими артистами, которые дадут сольные концерты на AT&T Stadium в Арлингтоне, крупнейшем по вместимости крытом стадионе в мире, и M&T Bank Stadium в Балтиморе. Особым моментом тура станет техническое исполнение. На концертах будет использована 360-градусная сцена, что обеспечит зрителям эффект полного погружения. Тем временем, перед началом мирового турне, 20 марта, BTS выпустит свой пятый полноформатный альбом, в который войдут 14 треков. Это будет первый камбэк группы в полном составе спустя примерно 3 года и 9 месяцев. В новых песнях участники отразят искренние чувства и раздумья, накопленные за время их недавнего пути, представив миру образ BTS здесь и сейчас. Тэхён ведь специально разлил. Он еще так трет, а тот так смотрит. Я никогда не видел, чтоб кто-то сиял ярче, чем этот попрыгунчик. Когда заходишь в комнату и уже не помнишь зачем. Узнаем себя? Сначала Бог придумал Ким Тэхёна, а потом уже появилось выражение «тяжелый люкс». То, как он смотрит.
Специальные издания L Japan с Чангуком, доступные для предварительного заказа, уже полностью распроданы на HMF and Books, а на сайте ЕС-24 это издание на данный момент является самым продаваемым. Второе место. Это так интимно. То, что здесь происходило между ними, сложно объяснить словами, смотрите сами и почувствуйте. Сплетение рук, как сплетение душ. Первое место. Опа, а что это мы там делаем, Тэхён? Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.